Про цифровой рубль очень много спекуляций. Одни считают, что это угроза, тотальный контроль, все плохо, все пропало. Вторые говорят, что это повышение прозрачности и все будет прекрасно. А третий вообще не понимает, про что речь. Наверняка вы уже слышали, что началось внедрение цифрового рубля. Что это в себе несет? Какие будут последствия для бизнеса? Что это даст для обычных граждан? Вот об этом мы сегодня и поговорим. Меня зовут Кирилл, я буду рад вашей подписке. А сейчас мы обсудим, что такое цифровой рубль. Цифровой рубль – это, по сути, блокчейн-версия обычных денег. Он технически использует блокчейн, но находится полностью под управлением Центрального банка. То есть это версия обычных денег, но просто на базе другой технологии. Чего боятся те, кто не понимает ситуации? Они думают, что сейчас будет тотальный контроль, сейчас будут санкции, заморозка средств и вообще все возможные кары, и все, что может случиться, оно случится. Естественно, негативное. Люди боятся, что если это блокчейн равно крипта, значит, раз крипта рисковый актив, то все пропадет. Но они просто не понимают технологию. По сути, меняется только технология. Если раньше ваш рубль – это условная запись в учетной системе Сбербанка, то есть у вас есть счет в банке, и этот банк видит все ваши транзакции. Но это видно только одному банку. Центральный банк об этом обладает опосредованным знанием. Сейчас цифровой рубль приведет к тому, что на базе Центрального банка, который видит все транзакции всех банков, будет видна детальная расшифровка, кто кому заплатил, за что, когда и куда. И это будет как надстройка над всей банковской системой. Многие сравнивают цифровой рубль и биткоин, но это в принципе два совершенно разных мира. Биткоин – это тоже цифровой актив, но он работает децентрализованно, и никто не знает, кто реально его создатель. Цифровой рубль – это абсолютно четко централизованный актив, который также написан на блокчейне, все учетные записи идут в блокчейне, но при этом четко понятно, что его создавал Центральный банк Российской Федерации. То есть он создается не для анонимности и не для распределения реестров, а он, наоборот, создается для повышения прозрачности финансовых потоков. Важно понимать, что цифровой рубль – это не только про Россию. Есть такая аббревиатура – CBDC. CBDC – это Central Bank Digital Currency. Схожие процессы идут в Европе, в Америке, во всех развитых странах. И общий тренд на контроль и прозрачность, он не только для России, которая вот хочет прям все видеть, и только она, и только сама. Нет, это делают практически все, потому что появилась технология, которая позволяет это реализовать. Ставьте лайк, если вы после моего объяснения перестали бояться и поняли, что это такое. Сейчас очень много мошенничеств, связанных с операциями по незаконным переводам с одного счета на другой. Как это выглядит? Звонят мошенники и под некоторым благовидным предлогом предлагают вам перевести деньги на безопасный счет, сыграть в лотерею. Они стараются выманить у вас деньги таким образом, чтобы вы сделали транзакцию самостоятельно. Допустим, вы ее сделали. Что происходит дальше? Вы поняли, что вас обманули, обокрали. Вам придется срочно бежать в банк, срочно писать заявление, а дальше банк видит транзакции только внутри себя. И он сможет что-то сделать только если деньги не ушли из этого банка. Естественно, мошенники про это знают. Они прекрасно понимают, что банк может заблокировать перевод только внутри себя. Они прекрасно понимают, что банк ничего не сможет сделать с деньгами, только в лучшем случае написать сообщение в другой банк. А если деньги прошли по цепочке? А если этих банков несколько? А если они в разных часовых поясах? Это, в общем-то, волна и эпидемия, которая захлестнула и Россию, и Европу. В общем, для чего нужен блокчейн? Блокчейн позволит видеть и контролировать кошельки, или в данном случае счета, по которым пройдут все эти мошеннические переводы. И он обеспечит стопроцентную прозрачность не на уровне одного банка, а на уровне ЦБ, который за этими банками надзирает. Поэтому главная фишка цифрового рубля – это минимизация рисков мошенничества. При этом важно понимать, это не наступит в одночасье. Для этого нужна законодательная база, повсеместное внедрение, взаимодействие между ведомствами. Но основа для этого в виде технологии и в виде суперпрозрачного блокчейна безусловно положена. Понятно, что контроль над мошенническими операциями – это хорошо. Что это означает для обычного человека? Для обычного человека, по сути, скорее всего, ничего не поменяется. Да, мы будем понимать, что теперь наши операции суперпрозрачны, суперпонятны, и они могут быть доступны Центральному банку и операторам вот этого цифрового рубля. При этом мы уже сейчас понимаем, что налоговая видит все наши счета, обладает доступом ко всем счетам и может это запросить. Если у вас все окей с операциями, если у вас нет каких-то проблемных зон, да для вас ничего не поменяется. Другой вопрос, что если какие-то проблемные зоны есть, если есть какие-то непрозрачные операции, понятно, что это создаст возможность дополнительных вопросов со стороны налоговой и со стороны банка. Поэтому базовая задача обычного человека – сохранять прозрачность своих операций. 3 мифа про цифровой рубль. Первое.
всех заставит перейти на цифровой рубль. На данном этапе цифровой рубль – это дополнительный вариант. Это не замена всего остального. Это не замена кэша, это не замена карт и это не замена других альтернативных видов расчетов. Тренд на сокращение операций в наличности, в кэше, он, безусловно, заметен. Этот тренд сохранится 100%. Есть такое мнение, что поток, по сути, разделится на прозрачный поток в цифровом рубле и непрозрачный во всем остальном. Я хотел бы подчеркнуть, что это только мнение отдельных аналитиков. Это не есть какая-то позиция или не есть какой-то гайденс. И самое главное, это не законодательные требования. Скорее всего, что-то похожее произойдет. Второй миф. Будут штрафы за отказ. Ну, теоретически возможно все, но на данном этапе ничего такого близко нету. Это, безусловно, ваше право, в какой форме хранить ваши деньги. Миф номер 3. Кто-то откроет кошелек без моего согласия. Это абсолютный бред. Какой реальный риск есть? Есть риск утечки данных. Он действительно присутствует, потому что все данные о ваших транзакциях будут доступны Центральному банку, который этот цифровой рубль выпустит. И если у него будет утечка данных, соответственно, ваши данные утекут. При этом у нас есть абсолютно четкий тренд на ужесточение доступа к счетам и к учетным записям. Это касается и доступа в банки, и доступа к госуслугам, и доступа куда угодно. Совершенствуется схема мошенничества, совершенствуется схема защиты. Без вашего участия, без вашей авторизации ничего работать не будет. А как цифровой рубль повлияет на торговлю биржи? Цифровой рубль, если он зачислен на биржу, просто будет видно запись, что, грубо говоря, с кошелька банка цифровой рубль перешел на условный кошелек биржи. Все. Скорее всего, внутри биржи тоже будет сквозная прозрачность, будет видно, что ты с этим рублем там делал. Вот сейчас видно, что ты отправил рубль на биржу, и если ты хочешь понять, или правоохранительные органы хотят понять, что с ним произошло, они должны запросить биржу или получить доступ к ее данным. Скорее всего, там тоже будет такая сквозная прозрачность, что купил вот этот инструмент, продал вот этот инструмент, перевел деньги туда-то. Nothing more, nothing less. Все. Для предпринимателей, скорее всего, это тоже хорошо. Это меньше отчетности, все и так записано в блокчейне, все и так прозрачно, все и так видно. Если вы хотите быть в курсе новостей и значимых изменений на рынках, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там комментарии выходят гораздо быстрее, чем на YouTube. С вами был Кучинский Кирилл, до новых встреч!